Доброго вам времени суток. Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки. Огромная благодарность за ваши теплые слова, за ваши комментарии, за то, что делитесь своим опытом. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада, собственно, звучит так. Расклад без вопросов. Возможно, вам что-то хотят передать высшие силы. И, собственно, что нужно вам узнать прямо сейчас. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете. Значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты! Яркая, харизматичная, муза, вдохновляющая. Многие из вас берут пример. Талантливая. Ух ты, сочетание. Звезда. Интеллект выше среднего. У кого-то прям ощущение, миссия, призвание какое-то такое. Вот. Вы ведомы какой-то мечтой, идете за ней. Какая девочка. Какая вы. Так. Буду уточнять. Это вы в какие-то сети попали? Ага. Смотрите, в какое-то время назад, карта вышла, вы попали в какие-то сети. У кого-то это любовные сети, да, у кого-то это, в принципе, может быть какая-то запутанная ситуация, непонятная. То есть где-то, может быть, попали вы в эту ситуацию из-за недостатка информации, или, может быть, там как-то наивно смотрели на происходящее, или у вас было иллюзорное видение происходящего. А после этого, вот уже время показано прошло, почему-то вы сейчас как будто то ли выбираете для себя сердечко свое, тут карта заморозить, как минимум стали осторожней, как минимум более тщательней уже приближаетесь, не обязательно к партнерам, в принципе, уже так рассматриваете людей, прежде чем, может быть, с ними выстраивать какие-то коммуникации, в принципе, хоть какие-то отношения пытаться выстроить. Мне кажется, сейчас вы лишний раз там как-то на вытянутую ручку так держитесь, лишний раз, 1000 раз все посмотрите, присмотритесь, осознаете, более-менее пытаетесь просчитать. Ну, уже не настолько наивны и доверчивы, как были раньше, да, вот хотя бы так. И сердце свое уже, так, знаете, не нараспашку, уже душа не нараспашку, уже как будто бы сознательно, вот эта карта говорит о том, что сознательно человек замораживает сердце. Ну, более избирательно, может быть, относится уже к выбору окружения, партнеров, там, в бизнесе, в любовной какой-то сфере. Ну, как-то так, девочки, мне идет. При этом карта принцесса и рядом карта невозможно. Невозможно то ли с кем-то, с кем вы хотели бы, допустим, выстроить какие-то взаимоотношения, или в принципе невозможно. Как будто бы сейчас, даже вот все вместе, мне так, если прочесть, хотелось бы вам, как это, четверостишее какое-то там, переделано под Некрасова, да, хотелось бы жить красиво, вольготно, носить ожерелье шелка, но кони все скачут и скачут, что-то такое, а избы горят и горят. В общем, что-то я там пропустила пару строк, ну, вы смысл поняли, да. То есть хотелось бы по карте принцесса, может быть, и осознаете собственную ценность, и хотели бы там, понятно, чем до себя баловать, радовать, и знаете, чего хотите, может быть, сейчас даже ощущение такое, что как не в своей тарелке, какие-то ограничения. Вот почему-то сейчас карта показана мне невозможно в полной мере, чтобы вы, допустим, кайфовали, расслабились, почувствовали себя там, ну, прям замечательно, да, в моменте. Нет, вот почему-то вот так как-то какие-то ограничения. И невозможно в том числе, может быть, вот какие-то создать вот даже или сейчас находиться вот именно в каких-то взаимоотношениях. Тут у кого-то мужчина и женщина, вот, и невозможно именно с тем, с кем хочешь быть. Или выстроить тот формат, который бы вас удовлетворил бы, да, взаимоотношений. Ну, принцесса на вас характеристика, девочки, ну, красивая, умная,
самодостаточная, всем хороша, что я скажу. Ну, тут уже болезненные уроки, уже как прививочка такая была сделана, да, уже, уже очень, очень пристально разглядываете вообще всех партнеров, любых партнеров. А у кого-то, если вот так все прочесть, то, знаете, у кого-то прям смотрите, там на себя в зеркало, да, привлекательное, понимаете, что нравитесь мужчинам, может быть, да, но а после какого-то мужчины сердечко заморозили, и даже если вокруг вас какое-то внимание со стороны мужчин, а вот все что-то не так, девочки, вот не то, по сравнению с тем самым, да, вот как-то, ну, вот не цепляют вас мужчины, нет того самого, да, вот как бы искры нет, нет такого какого-то прям желания, может быть, заново с кем-то что-то строить, вот настолько же как-то искренне, настолько же вот так как-то, может быть, в порыве в каком-то. Вот тут что-то как-то тут так вот. Послевкусие какое-то, девочки, тут осталось. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Итак, что нужно вам узнать прямо сейчас? Что они хотят вам сказать, передать, сообщить? Что нужно девочке, которая смотрит этот расклад, знать прямо сейчас? Узнать прямо сейчас. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Что вам нужно узнать прямо сейчас? Начинаем. Надо знать вам, что вы звезда. Ух ты. Интересные карты такие. Так, на прямых смотрим. Угу. Говорят, не опускай руки, и на твоей улице будет праздник, да? Ну ладно, смотрите, что они тут говорят. Буду тут частично докладывать. Вообще самый главный посыл, девочки, по карте звезда, характеристика на вас сумасшедшая. В хорошем плане, да, потенциал огромный. По звезде интеллект выше среднего, наличие талантов, способностей. Другое дело, что нужно их развивать и применять. Тут карта беременность, это говорит о том, что вы в процессе, у кого-то, да, может быть, у кого-то кто-то, если хочет лялечку, да, ребеночка, тут говорят, что да, есть вот твоя мечта по звезде, забеременеть, да, это вполне осуществимо все, как будто бы иди за своей мечтой, ты хочешь, этого будет у тебя это. Тут карта, тут даже, тут карту можно как, смотрю в тебя как зеркало, у кого-то, ладно, мне что-то прям так несет, ну, не знаю, правда, может, даже девочка будет на вас похожа. Ладно, у кого-то. Не у всех, да. Так, нет, тут больше еще другой, девочки, по тексту. Карта звезда, беременность. И тут у многих прям такой, как призыв, вам говорят, хорошо, в лишний раз разберись в себе, в своих истинных желаниях. Это больше, как видите, женщина вглядывается в саму себя, познает саму себя. То есть тут вам предлагают, вот какой посыл, да, по карте звезда, это мечта какая-то, к чему вы идете, к чему вы там стремитесь. Беременность, это вам еще дается сейчас какое-то время для того, чтобы, может быть, как выносить эту мечту, в мелочах ее проработать, просчитать. Ну, мечту просчитать трудно, конечно, сочетание. Я имею в виду какие-то, может быть, нюансы, мелочи для себя осознать.
взвесить все за и против. Но тут какие против? Если она мечта, то на то и мечта, чтобы идти за ней, ее реализовывать, воплощать. Вот тут как будто бы просто нужно, может быть, определиться более четко с тем, чего вы хотите, да? Так, тут как-то дальше лабиринты разума, защита, род. У кого-то тут, может быть, ну, постарайтесь воспринять это нормально. Девочки, у кого-то тут уже длительное время карта лабиринты разума, защита и род. Так, токсичный энергетический пробой. У кого-то такой период уже длительное время в семье, карта род. Взаимоотношения с близкими, родными людьми токсичные, и вы очень много теряете энергии. И тут, может быть, сами себе вот эти вот какие-то родовые программки, сами себе говорите, да ну, все же не особо там счастливы, где же эти счастливые семьи, да? Ну, есть и есть, да, у многих и такого нет. И как будто бы, может быть, изначально даже воспринимаете, что семья это как все-таки как защита, поддержка. А вам почему-то вот говорят, а ты хорошо подумай, может быть, ну, извините, у меня нервный смех уже, потому что это очень распространено. Просто говорят, это ты уже в силу привычки так думаешь, а на самом деле ты счастлива. Тут карта токсичная, говорят, что ты из день изо дня теряешь очень много энергии, отдаешь этой энергии. И эту защиту по ходу пьесы, да, карта род, семья, ты как будто бы, она мнимая какая-то. На самом деле, может быть, вам было бы комфортней, ну, я имею в виду, для вас комфортней было бы, может быть, попробовать отдельно жить или как-то, ну, тут просто как-то это как фикция какая-то, это как установочка, вот, что это защита семьи, а на самом деле, вот как вы себя ощущаете, тут как будто бы это прям путь к каким-то, не знаю, чуть ли не к психосоматике, каким-то заболеваниям. И на самом деле говорят, что лабиринты разума, вы давным-давно уже это все понимаете сами. Это не то, что я вам какую-то истину прописную там открыла. Лабиринты разума — это карта о том, что, видите, тут у человека как эта черепная коробочка вскрыта, и тут бегают человечки, они там бьют как это молоточками по наковальне. То есть эта мысль вас преследует уже давным-давно, вы уже ее обдумали, вы уже сами согласны с этим. Но не хватает то ли решительности, то ли вот это самое типа зона комфорта, то ли какого-то прям конкретного пинка последнего не хватает. Эта карта еще, знаете, как считывается, она читается так, ответ на поверхности, но он вас не устраивает. Ну, скажем так, вам некомфортно принять это решение в силу разных причин. У кого-то тут конкретно вот почему-то защита, может материально, не уверены в том, что потянете. Может, правда, как вот уже привыкли, что вот какая-никакая правда защита. Если я уйду, я как одиночка буду, то все-таки тут как-никак семья, ну, тут такое вот что-то. У каждого свое. В общем, что не показывают, я вам то и озвучила. Вам просто предлагают задуматься. Токсичный яд, какие отношения, в каких вы отношениях с утра до вечера варитесь в этом каком-то ядовитом вареве. И энергетический пробой — это история о том, что энергия вот у вас, как видите, стрелы у вас эти летят отсюда с токсичной, как птицы эти. Птица — это как энергия, улетает, здоровье, все улетает. Куда, для чего? У кого-то прям тут подряд можно тоже прочесть. Карта гроб, жадность, какие-то треугольники. До конца нет сил. Карта гроб, закончить, точку поставить. Карта жадность, цепляетесь за что-то, удерживаете что-то. У кого-то карта треугольник, влияние третьих лиц. Может быть, если мысли тут у кого-то не отпускают, может быть, мужчина, у него еще какие-то там отношения, до конца не разведен, недоразведен, то тут тоже вам говорят, есть ли смысл вот цепляться за отношения, которые по большому счету в перспективе там тоже непонятно, ну что. Подпишись на канал и поставь лайк. Знаете, вот это выражение, что если в течение там полугода до 9 месяцев, даже говорят, мужчина не развелся, если он вас завтраками кормит, если вы в этом в амплуа этой любовницы, да, или он
дает вам какую-то определенность, то очень велика вероятность того, что он так и не разведется. Это статистика, она такова, к сожалению, или не к сожалению. Так, что хотят вам еще сказать? Они хотят вам еще сказать, что сейчас, может быть, вы себя ощущаете, знаете, как стоите вот за, вот как оградочка, мне так эта карта считывается, как будто бы в жизнь какая-то яркая, наполненная, счастливая, может быть, даже какая-то безмятежная, как мимо вас проходит. Вы как будто бы не своей жизнью живете, смотрите на это все происходящее со стороны. То вам говорят, что не переживай, скоро, прям скоро все изменится. Колесо фортуны прокрутится, и тут по колесничему в твою жизнь влетят такие изменения. Может быть, у вас будет как раз сейчас такой период, где вот прям вы возьмете управление этой колесницей в собственные руки. Тут говорят, вот сейчас скоро все закрутится. Мне просто прям интересно. То есть своего рода получается сейчас, вот если вы там огорчены чем-то, расстроены, то это все сменится. Так, колесничий, это правильно, что скоро все изменится в вашей жизни? У вас выбор будет. Разбитое сердце. Вы. Ну вот смотрите, у вас будет выбор в прямом смысле, в переносном, как хотите воспринимайте. Вы должны будете выбрать, то ли оставаться в состоянии вот этого вот разбитые мечты, иллюзии, разбитое сердце, где вы выбираете страдать и оставаться вот в каком-то состоянии таком деструктивном, рядом с токсичными людьми, рядом с людьми, которые никакой вам не дают определенности, которые приносят вам боль, разочарование, опять-таки, никаких вам, ну ладно, уважения, поддержка я не буду, но тут тоже об этом, девочки. Или же у вас будет выбор, карта высшее я, где-то задуматься о собственной ценности, корону эту начистить, одеть вот это какое-то платье красивое, парчевое, бархатное, уж не знаю, и на себя посмотреть внимательно в зеркало и для себя самой сказать, чего я жду, какого я пинка жду. Да, пора, проснись, красавица, да, запой там или очнись. В смысле, запой это... А как правильно сказать? Ну, в общем, песню запой, ну, не запеешь. Ну, да. Так, девочки, я устала сегодня, извините, у меня уже это... Или запой, или запей. Ой, так, ладно. Серьезнее относимся. Так, вот, по этой карте просто у вас будет выбор, девочки, тут наконец-то посмотреть на себя со стороны, осознать, может быть, что вы для себя самый лучший друг, товарищ. И уж точно пора выбирать себя. Да, если какие-то, как говорят, эти невротики выбирают, вот они в каких-то отношениях, да, находятся, эти отношения причиняют боль, разочарование, лишают сил, в общем, погружают их в какое-то непонятное, точно нересурсное состояние, но они все равно выбирают эти отношения. Для чего? Для того, чтобы даже где-то пострадать, где-то даже, это невротики, я говорю, где-то боясь потерять этого партнера, хоть он им причиняет эту боль и разочарование. А которые не невротики, или которые люди стараются выйти из этих отношений каких-то токсичных, созависимых, вот они выбирают себя, не больную любовь, не созависимые отношения, не качели. Они выбирают себя счастливую, здоровенькую. И потом уже, когда они окончательно выздоравливают, они притягивают таких же здоровых партнеров, у которых и в голове нет вас там мучать, и уж точно вот токсичным быть, и в эти стрелы вот эти в вас пускать, которые у вас энергию отбирают. В общем, девочки, вы посыл мой поняли. Вот это вот нужно вам узнать прямо сейчас, мои хорошие. Выбор за вами. И у вас будет скоро этот выбор. То, судя по всему, скоро все в вашей жизни закрутится по колесу фортуны. И вы, и только вы, кузнец своего счастья. Все. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. Подписывайтесь, кому интересно, полезно. А я думаю, многим интересно и полезно. Все. До новых встреч.